Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает рыб в марте 2026 года. Я напомню, что к марту 2026 года вы входите со скоплением планет в вашем 12 доме гороскопа, и эта картинка в марте начнет меняться. Но 12 дом гороскопа — это дом отдыха в первую очередь, дом уединения, дальних поездок, поэтому, возможно, какие-то разъезды у вас в конце февраля были. А 1 марта в ваш первый дом гороскопа заходит Венера и будет в вашем первом доме гороскопа до 26 марта. Венера в первом доме гороскопа будет вас склонять к тому, чтобы заняться собой. Венера — планета красоты, любви, творчества, удовольствия. Первый дом — это дом нашего тела, поэтому мы начинаем заниматься своей внешностью, обновлять гардероб, обновлять имидж, прически, косметику, обращать внимание на то, как мы выглядим. Хочется расцветать, хочется любви, хочется каких-то удовольствий, все в таком роде. Помимо этого, друзья могут вам как-то помогать, либо братья, сестры в вашей внешности. То есть, например, там друг пришел, дал пару советов по поводу гардероба, либо помог вам подобрать что-то, и какие-то могут проявляться новости внезапные про вас, что-то вы про себя сами можете внезапно узнать, увидеть, там, допустим, что у вас там родинка какая-то появилась или что-то в этом роде. И это вообще еще такой период, когда вы можете получить какую-то поддержку чужими ресурсами. Но вообще транзиты еще по первому дому гороскопа, особенно Венеры, это периоды знакомств, когда вы можете с кем-то познакомиться. 3 марта будет лунное затмение в вашем 6 доме гороскопа. Про затмение всегда снимаю отдельное видео, подробно рассказываю. Но лунное затмение в 6 доме гороскопа в первую очередь это период, когда вы можете поменять работу, что-то у вас может поменяться в работе, в лечении, в спорте, в кредитах или в каких-то заемных средствах. Ну, а насколько сильно это будет, это, конечно, будем смотреть в отдельном видео. Может появиться питомец. И вообще внимание к здоровью питомцев тоже по затмению в 6 доме гороскопа. Опять возвращаемся в первый дом гороскопа. С 14 марта по 14 апреля по первому дому гороскопа будет идти Солнце. Солнце выводит нас на первый план. Солнце выводит нас из зимней спячки. Первый дом — это мы сами. И солнце подсвечивает что-то. То есть мы становимся где-то в центре внимания. Это значит, что в нашей жизни какие-то события происходят яркие, заметные, которые могут к нам обращать внимание других людей. Солнце в первом доме гороскопа, так же как управитель 6 дома гороскопа, нам указывает на то, что мы можем, опять же, как и Венера, да, обращать внимание на свое тело и хотеть что-то откорректировать. Может быть, с помощью спорта, может быть, с помощью медицины, может быть, с помощью еще каких-то вещей, отказа от вредных привычек. То есть все внимание к телу, к своему здоровью, к своей внешности, к своей репутации, может быть, что-то исправлять, ходить по врачам, работать с тренером, заниматься спортом и так далее. 19 марта будет новолуние в первом доме гороскопа. Новолуние тоже подчеркивает, что что-то будет происходить с вами самими. А новолуние в первом доме может дать
новый имидж, новую внешность, новую прическу, новый гардероб, но и новый статус. А новый статус — это может быть вы просто получили какой-то важный документ, либо вы получили работу тоже. Это тоже может быть новый статус. Либо стали родителями, например, либо поженились. То есть статусы бывают разными. 20 марта Меркурий выходит из ретроградного движения в вашем 12 доме гороскопа. Меркурий у нас в ретроградность зашел 26 февраля и мог вам затормозить какие-то процессы, связанные с продажей недвижимости, транспорта, с поездкой, переездом, с каким-то переездом вашей мамы или поездкой вашей мамы, с поездкой, переездом партнерства, с выходом из какого-то партнерства, либо совместной поездкой с партнером, с какой-то командой, либо ваши какие-то дела в другом городе, в другой стране, они могли затормозиться, либо вам нужно повторно что-то делать. То есть вы съездили там, допустим, начали какой-то процесс, и сейчас нужно вернуться, чтобы это доделать. И вот после выхода Меркурия из ретроградного движения, скорее всего, вы какой-то процесс будете доделывать, и до конца марта это может быть еще актуально, потому что Меркурий еще будет идти по вашему 12 дому гороскопа. А с 26 марта по 19 апреля Венера пойдет по вашему 2 дому гороскопа. И Венера во 2 доме гороскопа указывает на вообще в целом, как понято, удовольствие, красоты, любви. Венера во 2 доме гороскопа дает такой вот, немножко надо начать обращать внимание на свои ресурсы, налаживать свои ресурсы. То есть может быть желание более развязно так питаться, расхлябанно, не следить за этим, а вот просто наслаждаться тем, что есть. Может быть, высыпаться, может быть, больше отдыхать. А помимо этого, управитель Венера у нас показывает, что мы можем получить какие-то внезапные ресурсы, какие-то незаработанные деньги. Это может быть подарок, это может быть возврат налогов, это может быть какая-то страховка, доходы от хобби, от блога, от бизнеса, от братьев и сестер, от друзей, от продажи каких-то вещей, телефонов, гаджетов и так далее, и так далее. То есть Венера подкинет вам денег от каких-то, может быть, даже незаработанных, или же от ваших хобби, от ваших собственных усилий. Может быть, вы там захотите подработать, или у вас появится какая-то возможность. Ну и украшательство такое зубов, зрения, лица, поэтому можете обращать внимание на крема разные, на разные процедуры для лица и так далее. То есть, по сути, у вас начинается потихонечку такой еще период восстановления сил и энергии. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.